Всем привет! Автовозик грязненький заехал домой. Вот как ящик установленный, так я не показывал, где он стоять-то будет. Вот так он стоит. Вот так вот стоит он, ящик. Так, машина заехала вот с какой проблемой. Минус 2 колеса на одной ступице произошло. Ехал по снегу, снег, гололед, и что-то произошло на одной ступице. На одной ступице вот эти два колеса встали колом. Вот на вот этой. С энергоаккумулятором что-то произошло. Надо будет разбираться сейчас. Либо просто погода плюс-минус, температура такая была около 0. Либо он примерз что-то, либо серьезнее проблема какая-то. Вот обидненько, колеса. Я думал, до конца лета доездят. Потом поменяем. Хер с 2. Минус 2 колеса. Буду... у Близзарда запаска одна. Вот здесь стоит. А на таком расстоянии одной запаски мало. Потому что там между городами расстояние. Чтобы купить колеса, ё-моё. Буду варить сюда вторую запаску. Буду так же вырезать буду. Сейчас здесь вырежу вторую корзину, чтобы 2 запаски было на машине. Короче, давно хотел я это сделать. Вот пока петух в жопу не клюнет, так и не начинал делать. Пока на расстоянии запаску не рожаешь водителю. Пока запаску не рожаешь на расстоянии. Ладно, там сзади ехал коллега. Костя ехал. Спасибо ему. Вот это колесо дал запаску. Колесо дал. Все, машина приехала домой. Спасибо ему большое. Если бы не он, пришлось бы что-нибудь, не знаю, на одном колесе ехать, наверное. Либо еще кого-то ждать, какого-нибудь коллегу, кто там ехал бы. Короче, повезло с этим делом. Так, ладно, приступим запиливать. Вот эту херню запиливать буду. Покажу, что получится. Так, ремонты продолжаются. Решил наклейку переклеить, вот эту вот Globetrotter. Новую мне привезли уже. А чтоб старую оторвать, это просто трэш какой-то. Вот это вот шпатель просто не берет, пока не нагреешь. Нагреваю он феном и отдираю. Вот это муторное занятие. Как раз на белый переклеивал. Также отдирал, полдня. Сейчас здесь предстоит отдирать вот эту наклейку. Ну ладно, продолжаю отдирать. Дальше сниму, что будет интересное. Сейчас я покажу, как это делается. Супер нудное занятие, муторное, руки забивают. Сначала греем. Пока не погреешь, вообще хер что оторвешь ее. Потом вот так вот. Пока это сделал, рука уже забилась. Как тыркал его туда-сюда шпателем. Вот так вот. Нудное занятие. Вон трещина идет. Камушек все прилетал когда-то. Второй раз уже это делаю занятие. Первый раз на белый делал. На автовозе. На лесовозе тоже делал, но там шлифмашинка просто это, блядь, убрал. Там стекло я снимал, из-за этого проще было, не на месте. А тут на месте надо этим заниматься. Так себе занятие. Ну ладно, буду дальше хороший ля-ля. Так, наклеили. Все
Ровненько, аккуратненько получилось. Все, огонь. Глобитротер написано. Так же, как и здесь. Сейчас покажу, какой ремонт будет. Что творится? Ай. Сайлентблока не стало. Одного. Разбирать будем сейчас. Продолжение ремонта. Леха сломал весь прицеп, называется. Она брак была. Брак была, да? Да, Блин, 20 лет проходила брак, ну, оказался. смотри, трещины какие. Короче, мы тут его выбивали, выжигали. Ну, давненько. В конце концов он болт отпилили так, кое-как с двух сторон там. Гнездо надулось. С двух сторон кое-как отпилили. Смотри, гнездо себе надуло. Это давненько было. А может был уже прицеп-то был куплен с трещины, кто его знает. Когда она там сломана оказалась. О, а эту рессору-то протерла той рессорой. Где? Он где болтался. Ну так, нормально. Так. Трещину заметили в рессорине. Трещину в рессорине и тут. Ну тут все просто, просто вообще сайлентблока не было. Вообще не было сайлентблока здесь. Слово совсем. Просто болт был. Хер знает сколько она так проходила. Колеса все нормально, не съела ничего. Короче, заметил-то, как отжался он полностью. Прицеп на чушке поставил, чтобы корзину под запаски варить. И тут он заметил колесо болтающееся. Начали лазить, и там рессору сломанную нашли. Что она тут? Вообще единое целое. Да. Тут он корзину варить продолжаю. Ладно, продолжим. Так, продолжение ремонтов. Называется, прицеп заехал просто сварить корзину. И поменять масло. Машина заехала в ограду. Все. Колодок нету. Полурессора вот новая лежит. Здесь полурессору менять. Колодки все новые. Так. Вот. Корзину под запаску сварил. Тут одна вот заводская. Заводская вот я сварил. Еще одну. Все. По образцу вот этого. Все то же самое сварил. Две запаски теперь будут на машине. Глушитель поменяли вот этот. Леха поменял. Глушак маленько подсгнил. Где там дыры-то? Там, короче, дыры. Тут дыры. Тут тоже вот дыры. Короче, устарел. Улыбаемся, машем, вас снимает скрытая камера. Ой, скрытая. Ну да, скрытая камера. Или как говорится-то. Глушитель Навьен. Тут замена масла происходит. И замена гофры. Что, опять сломал машину? Да? Старушку сломал? Так. Что еще-то? Что еще? Ну, тут тоже все вон эти. Все подшипники. Подшипники повытаскивали. Два подшипника под замену. Сухие были. Внутренние подшипники на задней оси высохли. Без смазки были. Эти все со смазкой. Смазки все нормально. Так вот. АБС-ку попробуем восстановить. Датчики маленько сюда вытащить. И помыть все. Все в мазуте было. Кольцо АБС в каком состоянии. Все в солидоле. Под два сальника под замену. На двух ступицах. Ну ладно, продолжаем.
Так, продолжаем ремонт. Который день ремонта уже. Сегодня, надеюсь, закончим. Покажу, что делали. Лист тут такой вот. 5, походу, лист. Толщина. Круги такие повырезали. Плазморезом китайским. Плазморез с Алиэкспресса работает. На ура. А круги эти, вот они. Вот круги. Под подушки снизу положил. До этого сверху делал. А тут сейчас снизу сделал. Сделал снизу. А вот для чего. Что происходит с подушками. Вот эту подушку Леха в дороге менял. Вон как ее загнуло. Гнет подушки. Сначала гнет, а потом здесь трещина была. Воздух шипеть начал. Вот так загнуло. Леха в дороге ее менял. Сейчас это в запасе катается. Я ее заварил. Заварил ее. В запасе будет кататься так. На всякий случай. Что еще показать? Колодки, когда все разобрали. Тут вот что произошло. Вот этот отломился. Ушки отломились. И вот этот ролик вот так ролик валялся. Колодка все замучилась. Сейчас я буду все их, ну вот это все уже металлолом. На новые колодки я уже их привариваю. Я вот здесь привариваю, чтобы не было такого. У меня уже второй раз такая ерунда происходит на этом прицепе за год. 2 раза уже ролики вылетали. Что еще тут? Полурессора новая. Все везде провариваю. Все трещинки какие есть. Все трещинки какие есть. Тут вот все провариваю. Там вот этот тумбу потрескалась. Пока вчера под прицепом лежал и варил, блин, штанина загорелась, чуть не сгорела нахер под прицепом под этим. Тут вон что. Ремкомплект будем сейчас менять. Что еще показать? Что еще показать? Корзину показать в пустом состоянии. Вот такая вот корзина. Тут швеллер варил. Закосынил его там. Тут к этому швеллеру приварился к родному. Вот так вот. Вот так вот. Короче, по заводской. По образцу заводскому. Еще одну сварил, точно такой же. Подшипники, которые вот сухие были, вот такие они. Желтого цвета стали. Два подшипника внутренних на задней оси. 9 машин дают о себе знать. Вот такой вот подшипник внутренний. Задняя ось конкретно нагруженная. Конкретно нагруженная задняя ось. Тут маленько подварил, обточил чуть-чуть. Чуть-чуть. Че, там он закосынил. Трещина тоже была. Ремонтируемся потихоньку. Заехал, называется. Корзину под запаску сварить. Знаете, уже который день ремонтируемся. Тут что, тоже одну ось собрали. Сейчас Леха приедет. Сегодня дособираем его до конца. Ехать уже работать надо. Хватит ремонтироваться. Так, что еще показать? Вроде все показал. Чем тут занимаемся? Сейчас тут буду с этой стороны проваривать все то же самое. Также везде трещинки. Какие есть где. Тут меньше трещинок. С этой стороны тут вот трещинка. Вот эту шайбу обварить надо. Сайлентблок здесь новый поставили. Поменяли. Что, вроде бы все показал. Все показал. Вроде все. Сейчас сюда еще вот этот брызговичок
транспортерная лента. Сейчас тут этот брызговик поменяем. Сюда поставим новый. Это то, что все это состарился и устарел. Чтобы сюда вот грязь не летела. Сюда грязь летит. Так, ну и все, на этом продолжим заниматься. Подшипники все керкером моем. Ступицы, подшипники, потом бензином. Так, вот. Продолжаем делать дальше. Вот так вот привариваю ролики, чтобы нахрен не отлетали. Новые колодочки. Брызговичок все сделал. Че, красиво синяя? Да. Гоночная смазка. Качественно. Самая дорогая, наверное, качественная. Тут все приварил. Нахрен все это отлетает. Тут без сварки никуда. Тут тоже все нахер приварил. Все эти болты, все раскручивается. Все проварил. Ладно, собираем дальше. Так, надо все зафинишировать. Видос этот. Доделали ремонт. Даже это тягача помыли. Потом мойка маленько поломалась. Китайская мойка, пока ремонтировали уже все. Уже и силы кончились мыть. На прицеп не хватило сил. Все, готов к труду и обороне. Все колеса, все колодочки, все на местах. Все на местах. Все, ремонт закончен. Видюху надо выложить, наверное. Все везде проварил. Все вот всякие косяки такие. И весь прицеп потрескался от этих хороших дорог. Чё. Ну все. Кучу земли приперли мне здесь. Трактор заводить надо будет, равнять. Все на этом. Ремонт завершен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.